Привет, друзья! Сегодня у нас с вами важный разбор. Прямо с этого месяца в Германии вступают в силу важные изменения и появляются новые риски, способные привести к серьезным финансовым потерям или дорогостоящим проблемам для граждан. Но сначала детально вместе с вами разберем, какие 4 важные новшества ждут немецких пенсионеров уже в августе, почему чиновники подготовили сразу 33 масштабных предложения по реформе выплат и как же это затронет кошельки всех поколений жителей Германии. Во второй части выпуска реальный финансовый разбор, какие неявные банковские комиссии в стране признаны незаконными и как вернуть свои деньги. И в завершение, друзья мои, хитрая мошенническая схема в мессенджерах, которая заманивает людей липовыми розыгрышами призов от торговой сети Lidl. Может привести, соответственно, к потере денег. Досмотрите до конца, будет максимально полезно. Итак, друзья мои, давайте вместе с вами разберем, каким именно новым правилам и изменениям нужно готовиться пожилым людям, то есть пенсионерам. Первое серьезное новшество связано с тем, что недавняя индексация выплат, о которой я вам рассказывал, поставила огромное число пожилых людей в новую налоговую ситуацию. То есть после июльского повышения на 4,24% стоимость одного расчетного балла также подскочила с прежних 40,79 евро до новых 42,50 евро. И вот здесь, друзья мои, появляется самый важный нюанс. Из-за этого автоматического прироста совокупный доход сотен тысяч граждан может превысить годовой необлагаемый минимум. В итоге люди, которые годами, скажем так, не платили подоходный налог, теперь могут впервые столкнуться с обязанностью его уплачивать. Самое неприятное здесь, что налоговая служба на самом деле, внимание, не рассылает каждому человеку отдельные персональные уведомления заранее. То есть разработчики цифрового сервиса Visa Steuer уже перестроили систему расчетов под новые реалии, но действовать придется, друзья мои, самостоятельно. Базы данных ведомства ДРФАУ передаются налоговым органам напрямую в автоматическом режиме, поэтому новые налоговые обязательства могут возникнуть для многих совершенно незаметно. Второе неприятное, друзья мои, новшество напрямую затрагивает стоимость медицинского страхования. Ведь с 1 августа, я вам говорил, государственные больничные кассы начинают что? Правильно, пересматривать дополнительные взносы. Руководство медицинской кассы ИКК открыто заявило, что система здравоохранения уже несколько лет тратит намного больше средств, чем получает, поэтому пересмотр финансирования оказался просто-напросто неизбежным. Финансовый дефицит системы ранее и подтверждали и в отчетах крупнейшей немецкой больничной кассы Barmer. В итоге дополнительный взнос для застрахованных, внимание, увеличится с прежних 3,40 до 3,85%. Если прибавить его к базовой ставке, общий размер страхового взноса уже составит, друзья мои, 18,45%. Для большинства пенсионеров эти расходы, как и раньше, распределяются, напомню, между пенсионным страхованием и самим получателем пенсии. Те же, кто регулярно контролирует свои поступления, в том числе, кстати, и через счета в Коммерцбанк, смогут заметить, что чистая сумма выплат станет немного меньше. На первый взгляд разница кажется небольшой, но, друзья мои, при пенсии 1300 евро удержание увеличится примерно на 2,93 евро в месяц. Однако за год эта сумма становится уже довольно-таки ощутимой. Третий серьезный капкан для пожилых людей – это финальный дедлайн для сдачи финансовой отчетности, который наступит прямо сейчас. Всем жителям Германии, которые обязаны отчитаться перед государством за прошедший 2025 год и при этом не пользуются услугами профессионального налогового консультанта, нужно было поторопиться. Напомню, друзья мои, что в Германии для быстрой отправки документов в Финансамт многие используют проверенные коммерческие онлайн-платформы, такие как сервис Smart Steuer. По официальным данным авторитетного немецкого портала, установленный срок полностью истек 31 июля 2026 года.
То есть с 1 августа любая не поданная вами вовремя декларация автоматически считается просроченной. После этого налоговое ведомство получает законное право самостоятельно, друзья мои, определить налоговую базу по собственной оценке имеющихся данных. Кроме того, в соответствии с немецкими правилами может быть и начислен штраф за просрочку, который впоследствии будет и взыскан в установленном законом порядке с личного счета налогоплательщика. Дальше, четвертое важное изменение касается тех, кто наконец получил право официально оставить работу. В августе 2026 года планка заслуженного отдыха достигают люди, которые родились в 1960 году. То есть их точный возраст сейчас составляет 66 лет и, правильно, 4 месяца. Также, друзья мои, с этим будущие пенсионеры все чаще переоформляют свои дорожные документы, запрашивая в автомобильном клубе АДАЦ специальные льготные тарифы членства для пожилых водителей. Чтобы государство начало начислять деньги, у вас за плечами должно быть минимум 5 лет подтвержденного страхового стажа. На фоне этих изменений на рынке недвижимости Германии тоже, кстати, началось движение. На крупном портале Immoskau24 фиксирует рост числа запросов от пожилых людей, то есть пенсионеров Германии, которые спешат разменять или продать свое крупное жилье. Помните, что автоматически в Германии никто вам ничего не начислит, нужно лично подавать официальное заявление. А вот дальше стали известны другие уже финансовые расходы, из-за которых жители Германии ежедневно теряют немалые суммы. Итак, финансовые учреждения продолжают взимать различные, друзья, комиссии за обслуживание ваших счетов, а многие вкладчики оплачивают их, даже не задавая лишних вопросов. Однако, друзья мои, существенная часть таких начислений может оказаться незаконной. Если же вовремя разобраться в этих правилах, можно, соответственно, сохранить несколько сотен евро. Долгое время банки пользовались спорными действиями, то есть если человек молчал, новый тариф автоматически считался, что правильно принятым. В 2021 году, напомню, Верховный суд Германии признал такое положение дел недопустимым. Теперь любое повышение тарифа считается законным только при вашем письменном согласии. Громкое судебное решение затронуло крупнейших игроков рынка, включая тот же гигантский, скажем так, Deutsche Bank. Это открыло гражданам возможность вернуть незаконно удержанные переплаты. Жители Германии имеют полное право потребовать возврата средств за последние, вы знаете, 3 года. Потребительский союз уже предоставляет готовые вам бланки обращений, а сами заявления многие отправляют заказной почтой через офисы ДХЛ, чтобы иметь подтверждение доставки документов. Если же, друзья мои, вы подозреваете, что подобные комиссии списывались из вашего счета, стоит внимательно проверить условия своего договора и при необходимости воспользоваться этим правом. Еще одна серьезная ошибка – это привычка постоянно жить в овердрафте, то есть уходя по карте в глубокий минус. Такой тип заимствования денег в Германии считается самым дорогим, ведь процентные ставки финансовых учреждений здесь часто превышают даже 10% годовых. Как экстренное решение на пару дней это может действительно сработать, но оставаться в минусе месяцами значит регулярно терять большие суммы на процентах. Самый разумный способ снизить долговую нагрузку – это открыть накопительный счет и постепенно переводить туда свободные средства, формируя, что правильно, собственную финансовую подушку безопасности. Обычным наемным работникам в Германии настоятельно сегодня рекомендуют держать резерв в рамках 3-4 зарплат, а для самозанятых и фрилансеров уже 6 месячных доходов. Если же, друзья мои, вы надолго оказались в банковском минусе, имеет смысл рассмотреть возможность перекредитования. Например, независимая площадка Verivox как раз создана для того, чтобы быстро сравнить дорогой ваш овердрафт с более выгодным потребительским кредитами. Хранить все деньги на текущем счете, кстати, тоже не лучшая идея, ведь они не приносят вам дохода и постепенно, что правильно, теряют покупательскую способность из-за инфляции.
Для грамотного распределения здесь свободных средств приходится заводить отдельно целевые, скажем так, субсчета. Например, в одном из популярных онлайн-банкингов ING DIBA свободный резерв на случай непредвиденных расходов разумнее всего оставить на стандартном накопительном, да, друзья, накопительном счете. Если же цель защитить деньги от инфляции на десятилетия вперед, то одним из наиболее популярных инструментов остаются индексные ETF-фонды. На брокерских площадках в Scalable Capital процесс покупки паёв легко автоматизировать, настроив ежемесячный план сбережения. Также ваши сбережения под среднесрочные задачи лучше зафиксировать на классическом срочном вкладе в банке. Любителям экологических финансовых продуктов в Германии доступны и специализированные банки, например, Umweltbank предлагает зеленые тарифы дешевле 5 евро в месяц, а сервис Tomorrow вообще работает, друзья мои, по свободной модели «плати столько, сколько посчитаешь нужным». Также следует помнить, что с октября 2025 года, я вам рассказывал, в Германии действует правило, обязывающее банки сверять имя получателя и код IBAN перед отправкой перевода. Если вы, друзья мои, проигнорируете появившиеся предупреждения о несовпадении данных и все равно подтвердите операцию, ответственность за такой перевод может лечь на отправителя, то есть на вас. Такой вот сквозной автоматический контроль давно превратился в базовый стандарт внутри финтех-платформ. Например, специалисты сервиса Revolut подтверждают, что любые транзакции между клиентами сейчас защищаются взаимной верификацией аккаунтов. Особую бдительность гражданам Германии нужно проявлять при отправке мгновенных платежей, потому что, друзья мои, буквально секундная задержка и отменить уже исполненный перевод может оказаться крайне сложно. Помимо этого, внимание, никогда не пишите необдуманные или, скажем так, двухсмысленные комментарии в графе назначения перевода. Неудачные ваши шутки с упоминанием незаконных товаров или других сомнительных формулировок могут привести к автоматической проверке или временному ограничению операции по вашему счету. Например, сегодня руководство банка Commerzbank уже полностью автоматизировало отслеживание потенциально рискованных ключевых слов в платежках. То есть любая подозрительная формулировка может быть направлена на дополнительную проверку службой внутреннего контроля банка и передана, кстати, внимание, в компетентные органы в соответствии с требованиями законодательства. Итогом такой неосторожности могут стать дополнительные проверки, запросы документов, внимание со стороны системы ШУФа и в отдельных случаях решение банка о прекращении вашего обслуживания как клиента. Следующая критически важная тема касается защиты личных кабинетов, ведь любой посторонний доступ к вашему профилю может привести к серьезным финансовым потерям. При этом, друзья мои, миллионы людей годами используют банальные комбинации цифр, которые подбираются за считанные секунды. Согласно официальным отчетам, опубликованным IT-департаментом корпорации Bosch, простейшие цифровые ряды до сих пор остаются самыми популярными средствами немецких пользователей. Специалисты, кстати, сегодня напоминают, что надежный пароль обязан состоять минимум из 12 знаков, включая специальные символы и разные регистры букв. Помимо этого, нельзя использовать один и тот же пароль на разных сайтах. По данным исследовательской лаборатории цифровой безопасности Avira, киберпреступники ежедневно распространяют вредоносные программы, нацеленные на перехват паролей в устаревших операционных системах без свежих антивирусных баз. Огромным риском также остается использование старых текстовых кодов вместо современных push или чиптан генераторов, равно как и авторизация, кстати, в онлайн-банкинге через открытые общественные сети Wi-Fi. Старый добрый фишинг до сих пор также носит серьезные финансовые потери невнимательным гражданам. Мошенники маскируются под официальные почтовые рассылки и выманивают те самые коды авторизации. Клик по поддельной ссылке может привести к установке вредоносного программного обеспечения, которое перехватывает вводимые на клавиатуре вами данные.
Друзья мои, возьмите за железное правило: закрывать ладонью клавиатуру при вводе, например, защитных комбинаций на клавиатуре банкомата. Причем не только на улице у терминалов, но и дома за личным ноутбуком, потому что могут быть соседи в гостях. Также с киберрисками люди массово несут финансовые потери на обычном ведении счетов. Согласно последним статистическим выборкам, порядка 31% жителей Германии ежемесячно отдают за обслуживание карты от 5 до 10 евро банку. Еще 10% переплачивают свыше 10 евро, а целых 11% жителей Германии вообще не знают даже, сколько денег у них регулярно списывают. При этом половина населения укладывается в тарифы до 5 евро. По результатам масштабного исследования, опубликованного экспертами платформы Check24, миллионы людей на самом деле годами теряют деньги всего лишь потому, что не меняют условия обслуживания. При этом на рынке уже давно существуют более выгодные альтернативы. Цифровые структуры C24 и Santander предлагают полностью нулевые тарифы, а в банках Консорцбанк и ING плата обнуляется при ежемесячном поступлении вашей заработной платы. Согласно независимым отчетам Института качества, адекватная годовая стоимость ведения аккаунта не должна превышать, внимание, 60 евро. В прошлом 2025 году эту разумную планку подпадали порядка 66 различных тарифов, но полностью бесплатными, без неявных условий оставалось всего лишь 12 приложений на всю Германию. Если вы по старинке держитесь за какие-то классические филиалы с кассами и отделениями на улицах, то ваши расходы возрастают, достигая 15 или 20 евро, например, ежемесячно. Обычная смена финансового учреждения позволяет вам сохранить в семейном бюджете до 290 евро чистыми за 12 месяцев. Просто-напросто не имеет смысла без необходимости регулярно отдавать собственные деньги за обслуживание, которое можно получить намного дешевле. Сроки для возврата ранее уплаченных необоснованных комиссий постепенно истекают, бланки официальных претензий тоже находятся в открытом доступе, друзья мои, однако миллионы немцев все-таки продолжают бездействовать. На основе внутренней аналитики, предоставленной страховым концерном Allianz, подобная пассивность граждан клиента позволяет традиционным кредитным организациям ежегодно получать дополнительные доходы за счет действующих тарифов и комиссий. То есть тот, кто из вас прямо сейчас, друзья, вернет необоснованные комиссии, отключит лишние списания и выберет современный цифровой тариф, существенно снизит свои финансовые риски. По данным официального руководства финансового конгломерата Deutsche Bank, современные платформы дистанционного обслуживания уже давно позволяют проводить любые абсолютно операции и отправлять официальные претензии без личных визитов в отделение. Все перераспределение активов занимает буквально ваши всего лишь 60 минут и сводится к нескольким кликам на компьютере. Альтернатива этим 60 минутам здесь одна – это продолжать с вашей стороны переплачивать за обслуживание и откладывать решение этой проблемы на потом. И это еще не все, потому что прямо сейчас в Германии по мессенджерам распространяется новая волна мошеннических схем, способная привести к серьезным финансовым потерям. По независимым заявлениям IT-инженеров из Microsoft, банальная человеческая доверчивость в социальных сетях до сих пор остается одним из главных факторов риска в подобных атаках. Например, в сервисе Facebook Messenger выявлена масштабная мошенническая схема. Злоумышленники сегодня массово рассылают фальшивые уведомления, прикрываясь раскрученным брендом, внимание, популярность сети дисконтных супермаркетов Lidl и завлекают людей в мошенническую схему обещаниями крупных денежных выигрышей. Схема на самом деле маскируется под обычную бытовую переписку. Информационный портал по защите прав потребителей Mimikama выпустил предупреждение. Пользователям приходят сообщения с аккаунтов их реальных знакомых, друзья, с невинной просьбой проголосовать в конкурсе. В ходе завязавшегося диалога подставной собеседник пытается получить персональные ваши данные, требуя выслать личный мобильный номер и одноразовые пароли из текстовых сообщений. После этого злоумышленники могут получить доступ к учетным вашим записям в течение нескольких минут. По официальным предупреждениям оператора связи Vodafone, передача посторонним лицам любых кодов авторизации
из ваших текстовых сообщений может открыть злоумышленникам доступ к вашим мобильным банковским приложениям. Следующий этап схемы разворачивается уже на фейковых веб-ресурсах. Следование указаниям, скажем так, липового друга приводит человека на очень похожую копию интернет-страницы, где крутится красочное виртуальное колесо фортуны. Жертве демонстрирует фальшивый выигрыш крупной суммы, но для получения приза требуется ввести реквизиты банковской своей карты на поддельной странице авторизации. Согласно внутренним отчетам хостинг-провайдера Strata, киберпреступники массово сегодня арендуют облачные мощности у европейских провайдеров для быстрого развертывания подобных сайтов-однодневок. Общественная организация Mimikama еще раз настоятельно рекомендует гражданам не совершать подобных ошибок, ведь злоумышленники за несколько кликов могут получить доступ к вашему онлайн-банкингу. Если же вы уже, друзья, успели ввести свои личные сведения, необходимо как можно быстрее связаться со службой поддержки банка для блокировки вашей банковской карты и доступа к счетам. То есть, чем быстрее вы отреагируете, тем выше вероятность избежать финансовых потерь. Для тех жителей Германии, кто по ошибке переслал текстовые коды уже злоумышленникам, первоочередным шагом должна стать срочная изоляция вашей сим-карты. Придется немедленно выставлять запрет на любые сторонние платные подписки. По внутренним инструкциям технической поддержки концерна Deutsche Telekom специальная опция полной блокировки внешних провайдеров активируется за пару кликов прямо в клиентском приложении, что соответственно поможет защитить ваш баланс от несанкционированных списаний. И еще, друзья мои, обязательно сохраняйте улики и делайте все скриншоты ваших диалогов до того, как злоумышленники удалят историю чата. Личные финансовые профили остаются одной из главных сегодня целью для киберпреступников. Представители Федерального управления информационной безопасности БСИ предупреждают о росте целых атак на счета обычных граждан. Злоумышленники сегодня массово просто создают поддельные электронные уведомления, которые по своему оформлению и печатям на самом деле не отличаются от официальных ведомственной переписки. Под надуманными предлогами проверки личности они пытаются получить ваши платежные PIN-коды и ключи авторизации. На этой аналитической ноте наш подробный обзор полностью завершен. Завтра я буду ждать вас здесь же со свежей порцией самых честных, полезных и глубоких новостей о законах, налогах и ваших деньгах в Европе. Если вам понравился, друзья мои, сегодняшний выпуск про новые пенсионные правила, уловки с банковскими поборами и хитрые мошеннические схемы в мессенджерах от имени супермаркетов, обязательно подписывайтесь, поставьте лайки и спасибо за просмотр до самого конца.